Проекту «Заманчивые перспективы» скоро исполнится 7 лет. История проекта началась с видеоролика на тему уничтожения московского троллейбуса. И этот ролик можно назвать довольно популярным, хотя на качество его исполнения без слез не взглянуть. Спустя некоторое время обыкновенное словосочетание, использованное в том видео, стало названием для проекта обзора транспортных новостей. Это 77-й выпуск проекта «Заманчивые перспективы», в котором я расскажу об упомянутых в выпусках проекта транспортных новостях, которые сейчас получили то или иное продолжение. Многие выпуски проекта были посвящены ситуации вокруг троллейбусного погрома в Москве. Трудно было игнорировать проблему уничтожения некогда крупнейшей троллейбусной системы мира, когда вечно врущие чиновники говорили про блестящую надежность электробусов, при этом заменяя троллейбусы обыкновенными автобусами. Да, чиновники и сейчас врут, хотя закупают уже электробусы. Правда, экономическая составляющая закупок электробусов с ультрабыстрой зарядкой, которые активно продвигает мэрия Москвы, и раньше была сомнительной из-за колоссальной стоимости. А теперь, в условиях замены европейских комплектующих на менее надежные, но более дорогие китайские, это в прямом смысле деньги на ветер. В 34-м выпуске проекта была новость о плачевном состоянии трамвая в Новокузнецке. Чиновники хотели убрать трамвай с проспекта Металлургов, и тогда многие горожане приняли это за начало уничтожения трамвайной системы. Трамвай ради слепого лоббирования интересов автолюбителей с проспекта Металлургов все же убрали, оправдав это нехваткой финансов на ремонт трамвайных путей. И это жирный минус. Да, город за последние годы, благодаря федеральным программам, обновил почти половину трамвайного парка современными вагонами, да и о новых троллейбусах чиновники не забыли. Тем не менее, местных властей идеальными назвать нельзя. 42-й выпуск. Мехико. Столица Мексики уверенно идет к реализации всех своих троллейбусных замыслов, которые были озвучены в том выпуске. Новых троллейбусов китайского производства уже достаточно для замены всего устаревшего подвижного состава. Кроме того, была открыта обещанная линия эстакадного троллейбуса, имеющая полное обособление от дорог общего пользования. Однако по-прежнему есть проблемы с нехваткой водителей, а также соблюдением расписания движения. Вопросы вызывают и сами китайские троллейбусы. Уж очень много недолговечного пластика в той же самой отделке салона. 33-й выпуск «Заманчивых перспектив» содержал известие о работе властей над проектом скоростного трамвая в Саратове. Июнь 2019 года. Спустя 4 года СМИ продолжают говорить о проекте, но новости способны запутать любого. Проект множество раскорректировали, и к нему много вопросов. Но вроде все же должны начать его реализацию. Правда, проблемы с обновлением инфраструктуры и подвижного состава саратовского электротранспорта как были 4 года назад, так и остались. Троллейбусный парк сумели обновить за счет новых машин и довольно щедрых подарков из Москвы после окончательного разгрома троллейбусной системы столицы России. И даже троллейбусную линию в соседний город Энгельс восстановили. А вот трамвай по-прежнему стагнирует. И все это на фоне разговоров о проекте скоростного трамвая, который чиновники явно воспринимают как панацею от всех проблем. И это огромная ошибка. В выпусках номер 39 и 55 я рассказывал о ситуации с троллейбусами в итальянском Милане. Тогда город впервые за долгие годы решил обновить свой троллейбусный парк, закупив 30 сочлененных троллейбусов с аккумуляторами для автономного хода. Затем, после прибытия новинок, их несколько месяцев не могли ввести в эксплуатацию. Но проблема была решена. Теперь город получает еще 50 троллейбусов такой же модели благодаря реализованному опциону. Таким образом, власти, надеюсь, наконец решат проблему с изношенным подвижным составом, вследствие чего иногда на троллейбусных маршрутах работали автобусы. Эта ситуация далеко не новая, но лучше поздно, чем никогда. К сожалению, транспортные системы Италии очень часто страдают от бюрократических трудностей. О таком примере я рассказывал в одном из последних выпусков проекта, в 71-м. Кстати, это был первый выпуск проекта после его 2-летнего отпуска. Эта заметка нужна, поскольку следующий упоминаемый выпуск — это 66-й, но он вышел еще в октябре 2020 года.
В выпуске номер 66 я впервые рассказал о транспортных концессиях, которые, по мнению чиновников, могут спасти системы электротранспорта городов России с помощью частных компаний. Самое интересное, что первые упомянутые тогда проекты в Новосибирске и Санкт-Петербурге так и не были реализованы. Зато теперь концессии в транспортной среде России весьма популярны. Но данная структура государственно-частного партнерства имеет свои изъяны, о которых я рассказывал в отдельном видео. В 51-м выпуске проекта я был буквально поражен тупостью ярославских чиновников. Ситуация. Город Ярославль. Одно из двух троллейбусных депо отдают под застройку. При этом депо располагалось практически в центре Ярославля. Власти тогда говорили об альтернативе. Часть трамвайного депо хотели отдать под троллейбусы. С того момента прошло больше 3 лет, и, судя по всему, данная идея являлась лишь очередным способом отмыва денег. Но запустить, по сути, новое депо для троллейбусов власти не смогли. Зато запустили Ярославский трамвай. Запустили изрядно. Поэтому спасти трамвай смогла только концессия стоимостью 20 миллиардов рублей, реализация которой недавно началась. О ней я говорил в одном из последних выпусков проекта. Но теперь появились любопытные подробности. Теперь, чтобы получить концессии для спасения той же самой трамвайной системы, власти должны бонусом приобрести электробусы. Ярославлю достанется несколько десятков электробусов, которые чиновники хотят запустить на троллейбусные маршруты. То есть заменять дизельные автобусы электробусами не планируют. Очередное дно успешно пробито. В 25-м выпуске я уделил внимание столице Чехии. В Праге тогда испытывали троллейбусы, чтобы прийти к выводу насчет восстановления троллейбусного движения в городе. Оно было закрыто еще во второй половине 20 века. Что ж, реализация данного проекта продвинулась. Стартовало сооружение инфраструктуры для перевода автобусного маршрута номер 119 на троллейбусы с присвоением линии номера 59. Открытие запланировано на следующий год. При этом данный автобусный маршрут следует до международного аэропорта Праги, вследствие чего является весьма загруженным. Поэтому для данной линии власти закупают трехсекционные троллейбусы. Часть трассы они будут проходить на энергии от аккумуляторов. Это позволит сократить сроки и стоимость сооружения инфраструктуры. Если все пройдет успешно, то в будущем троллейбусы заменят дизельные автобусы на других городских маршрутах Праги. Предварительная схема развития троллейбусного проекта уже есть. Дело идет не так быстро, как хотелось бы, но прогресс заметен. Хочется и другим транспортным системам пожелать прогресса и процветания. Хотя в нынешних реалиях это слишком позитивный взгляд на вещи. Это слишком заманчивые перспективы. На этом у меня все. Большое спасибо за просмотр. Благодарю всех, кто оценил данное видео и оставил комментарий о ролике или предложение по улучшению контента. Также рекомендую подписаться на социальные сети канала. Все ссылки в описании. До скорых встреч. Желаю всем свободы и мирного неба над головой.